Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке из серии «Военная техника», а именно противотанковой ракетной установки БТР-152, которая производилась на Тульском патронном заводе. Точную дату начала производства этой игрушки установить не так просто, но известно, что игрушки серии «Военная техника» начали производиться в 1967 году. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. Прообразом для этой модели послужил реальный советский бронетранспортер, разработанный коллективом завода имени Сталина на базе грузового автомобиля ЗИС-151. Принят он был на вооружение вооруженных сил СССР в 1950 году. Бронирование БТР-152 рассчитано на защиту экипажа от пуль калибра 7,62 мм. При некотором везении со средне-дальних дистанций, более 500 метров, лобовая проекция может выдержать обстрел из 12,7 мм пулемета. Реальный БТР-152 не комплектовался ракетными установками, хотя возможно и были когда-то подобные проекты и испытания, но в серийном производстве они не появлялись. Ближайшей подобной разработкой была модель БТР-152, для прикрытия мотострелковых колонн на марше от атак авиации. Основным его вооружением была спаренная зенитная пулеметная установка ЗПУ с двумя 14,5 мм крупнокалиберными пулеметами КП-ВТ. Этот БТР-152 находился в серийном производстве с 1950 по 1955 год. До сих пор эти машины состоят на вооружении около 3 десятков государств. Так, Вьетнам продолжает эксплуатировать эти бронемашины и, похоже, пока не собирается снимать их с вооружения. Всего было собрано около 12 тысяч БТР-152 различных модификаций. Игрушка противотанковая ракетная установка выпускалась под номером 13 в серии «Военная техника». Сделана эта игрушка полностью из металла и красилась оружейной краской, так как производилась она в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у него являются только колеса и на поздних вариантах еще и днище. Хотя эта ракетная установка из металла, но все-таки имеет свои слабые места. Чаще всего отламывается у него фаркоп, сама ракетная установка и передние бампера. Эта игрушка в процессе производства менялась в некоторых деталях, что в свою очередь делает ее более привлекательной для коллекционеров. На сегодняшний день можно насчитать около десятка разновидностей этого БТР-152, которые обусловлены какими-то технологическими изменениями в процессе производства. Отличия могут быть в надписи на днище, в материале изготовления днища, в наличии запаски сзади, в форме некоторых деталей корпуса, в подкрашивании деталей и тому подобных мелочах, которые истинным коллекционерам очень интересны. Самые ранние модели, фотографии которых мне удалось найти, были без клейма завода и цены на днище. Заклепки на днище по форме более выпуклые, чем в более поздних моделях, и создается впечатление, что под ними установлены небольшие шайбы. Отличительной особенностью ранних БТР-152 является фаркоп, который сделан в виде пластинчатого крючка на заклепке. Позже фаркоп начинают отливать единой деталью с днищем. Ракеты подкрашивались красной краской. На задней части имеется запасное колесо. БТР с металлическим днищем имел несколько разновидностей. Кроме названных выше без каких-либо надписей и с разными видами фаркопов, позже стали производить сначала только с ценой 1 рубль 20 копеек на днище, а потом добавился еще и логотип завода. Скорее всего, из-за технологических сложностей, а может быть для удешевления, позже днища стали делать из пластика. Сначала на пластиковых днищах были цена и логотип. Эти машинки сначала делались с запаской сзади, а позже и уже до конца производства запаску не устанавливали и крепление под нее также пропало. Затем с пластикового днища пропала цена, но логотип еще присутствовал. Ракеты уже не подкрашиваются красной краской. На самых поздних моделях 90-х годов с пластикового днища пропадает логотип. Можно заметить, что на дверях посередине есть полоска, которая скорее всего изображает дверную ручку. В более ранних вариантах эта полоска длинная, а в поздних короткая. Других явных отличий между ранними и поздними моделями практически нет. Если и встречаются какие-то, то они в основном связаны с особенностями литья.
Например, как в ранних, так и в поздних моделях может встречаться разная длина ребер на капоте, размер оконных рамок может отличаться и даже количество насечек на ступеньках бывает разным, 12 или 13. Но это нельзя приписать каким-то периодам или редкостям, просто невысокое качество отливки, обработки и покраски. Подобная игрушка производилась силами Харьковского шлифтолитейного завода, но отличалась она прежде всего наличием двух больших ракет сверху и отсутствием днища, хотя были у нее и редкие варианты с днищем, а также со сдвоенными задними колесами. В моей небольшой коллекции два экземпляра, один из которых с пластиковым днищем, запаской, логотипом и ценой, а второй ранний с пустым металлическим днищем и пластинчатым фаркопом, однако ранний в сильно поврежденном состоянии. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям. В составе наборов автомобиль размещался просто в общей коробке в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии «Военная техника», то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!